Йоу, всем салют, вы на канале Где моя клюшка, чувак, и сегодня будет мега интересный видос про Монреаль. Я читал ваши комменты, видел, поэтому получайте. Сейчас я кратко, минут за 10, расскажу историю клуба Монреаль Канадиенс, их путь от главной доминанты в НХЛ до обитателя глубин турнирной таблицы. Почему так получилось? Можно ли исправить эту ситуацию, а главное как? Какие есть рычаги воздействия, а в конце пройдемся по составу и решим, на кого можно ставить, а кого пора гнать ссаными тряпками. Перед тем как начну, проверьте, подписаны ли вы на канал, потому что большинство смотрит этот канал без подписки. Нажмите на эту кнопку, так вы не будете пропускать качественный контент, который выходит ежедневно, а также поддержите мой канал. А теперь стартуем. Монреаль Канадиенс – один из двух клубов, стоявший у истоков хоккея в Канаде и до сих пор играющий на высшем уровне уже в НХЛ. Клуб был основан 4 декабря 1909 года Эмброзом О'Брайеном, одним из создателей и руководителей Национальной хоккейной ассоциации. Членом этой лиги и являлись Канадиенс в первые годы своего существования. Команда при создании задумывалась как франко-канадская, в пику уже существовавшем тогда в городе англо-канадским Шемрокси О'Деренс. Еще в далеком 1910 году проводился первый сезон, на тот момент не НХЛ, а НХА, Национальная хоккейная ассоциация, в котором чемпионом стал как раз второй клуб, сохранившийся до наших дней в нынешней НХЛ, Оттава Сенаторс. Монреаль же взял свой первый титул НХА в сезоне 15-16, а по полной они уже разошлись в образовавшейся НХЛ, где за 100 лет умудрились выиграть 24 кубка Стэнли. Но на разочарование многих фанатов Канадиенс последний свой кубок они брали в 92-93 году. Но что же пошло не так? Сейчас расскажем, а вы пока поставьте лайк и напишите комментарий в поддержку этого трудозатратного ролика. За счет чего Монреаль побеждал? Монреаль был доминирующей силой в борьбе за кубок Стэнли с момента его учреждения. В тот момент, когда лорд Стэнли создал свой кубок, именно монреальские команды имели наибольший опыт игры в хоккей, наибольшую сыгранность и сплоченность. А потому, если считать победы и финалы в ранней истории кубка, то до возникновения НХЛ и здесь Монреаль окажется вне конкуренции. В 1993 году был взят последний 24-й кубок для Монреаля. В том довольно легендарном финале были повержены Лос-Анджелес Кингс. Тот сезон не слишком успешно складывался для команды из Монреаля, в регулярке они заняли лишь 3-е место в своем дивизионе, в конференции же 5-е. Тогда феерили пингвины под предводительством великого Марио Лемье. Тогда такие награды, как MVP сезона и звание лучшего бомбардира, естественно, достались ему. А Питтсбург финишировал на первом месте с отрывом от ближайших преследователей в 10 баллов. Все газеты, аналитики сходились во мнении, что этот год – год пингвина. Но Монреаль был не согласен, да и не только они, но обо всем по порядку. В первом раунде Монреалю достался не самый проходной соперник Квебек, но победу в 6 матчах серии все-таки удалось добыть. Самое интересное началось во втором раунде, где Монреаль уничтожил Баффало, которая в свою очередь в первом раунде вынесла вперед ногами Бостон, занявший тогда первое место в своем дивизионе. Айлендерс же в сложнейшей 7-матчевой серии расправились с записным фаворитом Питтсбургом Пингвинс. Очень хотелось видеть лица игроков Монреаля в тот момент. После такого заряда эмоций от серии Айлендерс Монреаль расправляется и с Нью-Йорком, и с Лос-Анджелесом в 5 матчевых сериях, после чего становится 24-кратным обладателем Кубка Стэнли. Кстати, этот кубок стал не только последним для Монреаля, но и для всех канадских клубов. Последний всплеск. Период затишья после 1993 года затянулся слишком надолго, аж до 2021 года, когда Монреаль впервые почти за 30 лет оказался в финале Кубка Стэнли. Это были невероятные эмоции даже для меня, как нейтрального болельщика. Да, сезон был скомканный, сокращенный, но это никак не отменяет заслуг Монреаля, который по итогам регулярки набрал 59 очков и занял 4-е место, причем лишь в своем дивизионе. В тот момент никто, даже самые преданные фанаты Канадиенс, предположить не могли, что у них есть реальный шанс ощутить себя в 93-м году, получить те самые эмоции, когда Монреаль доминировал над своими соперниками. В первом раунде плей-офф Монреаль в 7 матчах обыграл Торонто Мэйпл Ливс, уступая по ходу серии со счетом 1
1-3. Во втором раунде в сухую был обыгран Виннипег Джетс, а в полуфинале Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс в 6 матчах. В финале Монреаля ждала Тампа, которая в первом раунде обыграла в 6 матчах Флориду Пантерс, во втором раунде со счетом 4-1 Каролину Харрикейнс, а в полуфинале Кубка Стэнли в 7 матчах одолели Нью-Йорк Айлендерс. Финал завершился довольно бесхребетно для Монреаля, если вообще можно так сказать. Завершилась эта серия в 5 матчах. Победой Тампы в том сезоне Conn Smythe Trophy забрал Андрей Василевский, а Тампа стала второй командой после Питтсбурга, которой удалось выиграть Кубок Стэнли 2 года подряд во времена потолка зарплат. Что сейчас с командой? Сейчас с Монреалем все довольно грустно, идут пацаны на 13 месте, меньше них забил только Вашингтон и пара аутсайдеров с запада. Лучший из бомбардиров это Ник Сузуки с 30 очками в 34 матчах, вообще это несерьезно. Хотя кэп-хит клуба составляет 90 миллионов, это 4-й показатель в лиге. Вообще стоит отметить, что в клубе в один момент была прямо эпидемия травм, общий кэп-хит хоккеистов в лазарете составлял порядка 24 миллионов долларов. Какие сейчас перспективы открываются перед Монреалем? Давайте попробуем разобрать состав и рассмотреть кратко каждую позицию и понять, на кого еще можно надеяться, а кого надо гнать из клуба. Самое интересное это вратарская линия, первый это Кейнтер Примо. Уже на протяжении 5 сезонов он получает шансы в НХЛ и играет ужасно. Его процент сейвов стабильно держится где-то на 86, дальше и разбираться не хочется, однозначно дно. Второй это Добис Якуб, который обкатывается в АХЛ и на основу пока явно не претендует. Третий Алан Джейк, статистика ужасная, возраст уже преклонный, его пик прошел и даже на том самом пике несколько лет назад он не показывал уверенной и стабильной игры. Зарплата же Алина в клубе составляет почти 4 миллиона, самая большая из вратарского сегмента, и пора его, я думаю, выгонять из клуба это однозначно ошибка менеджмента. Еще остался у нас Самуэль Монтебо с не самой удручающей статистикой, особенно в сравнении с его коллегами. Мы оставляем его в клубе, но на роль второго вратаря и не более. А вы скажете, еще же есть Керри Прайс. Да, он есть, но его уровень игры уже не тот, плюс травма. Правда, это настоящая легенда для Canadiens. Я бы предложил ему работу в структуре клуба. А я напоминаю про подписку на канал и лайк. И мы продолжаем. Защита у Монреаля довольно стандартная, там много стабильных парней со средним уровнем игры. Они такие, что даже особо не запоминаются. Ни привозами, ни яркими моментами. Можно назвать пару фамилий, это Ковачич Джонни и Юли Кайден. Единственный, кого можно выделить, это Майкл Мэтсон, 29-летний защитник, обрел второе дыхание в Монреале. Отличный показатель по очкам, да и по плюс-минус не проседает. Зато в нападении точные светлые моменты, это первое звено. Славковский, Сузуки и Кофилд. Пацаны заняли 11 место в НХЛ по показателю XGF. Относительный процент ожидаемых голов. Топ-10 довольно близко, а сейчас эта статистика на вашем экране. Вообще огромное внимание приковывает именно Кори Кофилд. Ему всего 22, а у него уже второй сезон. Отличный показатель в НХЛ, особенно для новичка. Думаю, может стать он звездой. Не такой уж, конечно, как Конор Бедард, но локальный точно. Его показатели на вашем экране. Монреаль сильно вложился в свой топ-6, а как по мне им нужен... Монреаль сильно вложился в свой топ-6, а как по мне им нужен именно опытный лидер, который знает, что такое победа в Кубке Стэнли и на этом опыте поведет клуб за собой. На основе всего вышеперечисленного предлагаю сделать несколько выводов. В этом сезоне каких-то перспектив я не вижу для Canadiens. Хотя тренер у них молодой, Сан-Луи Мартину всего 48 лет, он может удивить, тем более пресса у него хорошая. Должна быть проделана колоссальная работа по разгрузке платежной ведомости и усилению второго и третьего звена. Также, естественно, нужен действительно опытный, как я уже сказал выше, нападающий, доказавший уже все и всем. Также нужен вратарь, каким был, не знаю, лет 5 назад сам Керри Прайс, тоже который на опыте, на стабильности, вот это все. И на этом мы завершаем наш видеоролик. Я за 10 минут постарался уложить и рассказать все самые интересные и важные факты, которые вам нужно знать про Монреаль Canadiens именно сейчас. Если есть вам что-то добавить, то пишите обязательно об этом в комментариях, обсудим. А если вы хотите, чтобы такого контента было больше, то обязательно подписывайтесь на этот канал, тогда он будет выскакивать вам в рекомендациях на главной странице YouTube. Ну а также не забудь поставить лайк, чтобы продвигать этот канал в массы, ведь качественного контента в области хоккея должно быть точно больше. Всем спасибо за просмотр и больше хоккея.